Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. Сегодня будет коротенькое видео, потому что сильно холодно. Сегодня у нас +4, но работу делать надо. И хотела с вами поговорить о посадке тюльпанов осенью. Я приготовила, вот у меня, видите, 2 сорта тюльпанов, которые я собираюсь сегодня высаживать. И вот хотела буквально в двух словах с вами поговорить на эту тему. Тюльпаны обычно высаживают примерно за 2-4 недели до заморозков, потому что они должны еще как бы акклиматизироваться и начать свой рост. Вот в таких достаточно жестких уже условиях. У меня примерно заморозки начинаются после 24 ноября. Я живу в 5-й зоне зимостойкости. И вот сегодня у нас 11 ноября. Как раз самое время, мне кажется, высадить их. Ну, уже большую часть я посадила. Посадила и нарциссы. Осталось вот тут немножечко, у меня 2 сорта. Из сортов вот этот вот, это тюльпан Кауфмана. Это невысокий тюльпан, несмотря на то, что у него достаточно большие луковицы. Но тюльпан довольно красивый, называется Early Harvest, ранний урожай, такого ярко-оранжевого цвета. Очень крупный цветок у тюльпана, а сам тюльпан, конечно, небольшой высоты. Ну, все тюльпаны Кауфмана, они небольшой высоты, примерно 25 сантиметров. Они прекрасно подходят для бордюров. Но почему я их люблю? Потому что они не теряют свои сортовые свойства. Вот вы их посадили, и дальше можете даже не выкапывать там 3-4 года. Они будут такие же, как вы их посадили в первый год. Еще один сорт, который я хотела бы вам предложить, это многоцветковый тюльпан. Я его открыла 2 года назад. Очень красивый. Этот сорт у меня называется тюльпан Антуанет. Он такого желтого цвета с окрасом краешков лепестков, в такой красноватый, даже я бы сказала в оранжевый. Тюльпан очень красивый и необычный. На одном стебле развивается буквально несколько цветов. Он выпускает такие вот как бы перышки, на конце которых соцветия, и эти соцветия имеют по 3-5 бутонов. Тюльпан тоже сохраняет свои сортовые свойства, что немаловажно, согласитесь, в наш век генетических технологий. Когда вы, например, купили вот этой осенью один сорт тюльпана, посадили, он вам год показал красивые цветы, а на следующий год просто исчезли эти его сортовые особенности. Как же следует сажать тюльпаны осенью? Ну, прежде всего я хочу сказать, что тут стоит уделить внимание подготовке тюльпанов к посадке. Сначала, видите, я их вот почистила. Правда, не все мне удалось почистить. Некоторые, ну, буквально, наверное, 5% остались недочищенными. Но это не страшно. Почему стоит почистить тюльпан? Потому что он быстрее начнет свой рост. Особенно надо очистить вот это донышко, откуда начинается рост корешков. И тюльпан быстро набухает луковичка, и быстро он начинает прирастать. Поэтому я стараюсь все свои тюльпаны перед посадкой почистить. Это первый важный момент. Второй важный момент. Надо обработать тюльпаны дезинфектором. Вот у меня, например, Максим. Это один из протравливателей, таких широко известных у садоводов.
Используется он просто 2 мл. Вот тут вот есть такая колбочка как бы измерительная. Она тут проградуирована. 2 мл этого дезинфектора разводятся 2-4 мл, в зависимости от того, насколько сильной нужна вам концентрация. Разводятся в 1 литре воды, и потом в нем замачивается в этом растворе растения, корешок или луковичка, и выдерживается полчаса. После этого надо обсушить и посадить в землю. Эти луковички у меня живые, чистые, свежие, на них нет ни признаков гнили, ни каких-то там паразитов, поэтому я в них уверена. Это мои луковички, мой посадочный материал, не купленный, поэтому я их обрабатывать не буду, буду высаживать вот так, как есть. Они чистенькие. И, кстати, если вы их почистите, то вы сможете убедиться в том, что насколько качественный этот ваш посадочный материал. Ну, по поводу Максима хочу сказать, что... Холодно. По поводу Максима хочу сказать, что я обрабатывала корневища пионов и луковицы нарциссов, потому что нарциссы, как оказалось, у меня купленные, они были большей частью заражены грибковыми заболеваниями. И я, как только их выкопала после цветения, как они уже завяли, выкопала и хотела приготовить как посадочный материал на новое место осенью, то буквально вчера я их высаживала и увидела, что практически треть нарциссов просто превратились в труху. Внутри, очевидно, были какие-то такие, знаете, задавненные грибковые инфекции, которые распространяют наши производители клубеньковых и луковичных цветов. И они у меня потихоньку благополучно процентов 30 приказали жить. Поэтому остаток я обработала максимум и высадила. Посмотрим, что они мне покажут в следующем году. Ну и еще я хотела бы сказать, что я заметила еще такую особенность. При посадке тюльпанов и нарциссов в почву они лучше сохраняются, чем если бы вы их высаживали в горшки, в этот купленный торф, для того, чтобы потом себя как бы порадовать уже в виде красивых букетных цветочных композиций перед своим там домом, где-то для украшения дорожек садовых, вот именно в горшках. В горшках цветы чаще пропадают, чаще луковицы портятся и чаще гниют. Ну, возьмите себе на заметку. Я, по крайней мере, теперь сделала выводы, что в горшки мне надо высаживать поменьше. Ну, а теперь приступим к посадке. Что хочу сказать. Если у вас Максима нет, можете использовать, например, любой другой фунгицид или даже марганцово-кислый калий. Или, как у нас говорят, марганцовку, перманганат калия. Надо сделать такой слабенький растворчик и подержать где-то 2-4 часа луковицы в этом перманганате для того, чтобы обработать их от этих наших грибковых инфекций, которые преследуют луковичные, потому что все, что вот здесь вот внутри луковички, это белки, сахара, это питание, прекрасное питание, которое также нравится не только цветам, но и грибам. Ну что, идемте сажать. Я думаю, что мы это сделаем с вами быстро, все просто. Надо сделать, подготовить заранее грядку, удобрить ее хорошо, компостом, хорошим перегноем, добавить золу для нейтрализации компоста и перегноя. И потом высадить луковичку на глубину 2-3 луковиц. Почему на глубину 2-3 луковиц? Потому что по стеблю тюльпана нарцисс-то растет такими как бы куртинками, а тюльпан, когда он начинает образовывать детки, то они образуются по стебельку выше. То есть вам надо сделать этот запас на 2-3 луковички, чтобы те новые луковички, которые образуются на месте луковички-мамочки, чтобы они как бы имели возможность разместиться по стебельку тюльпана выше. Вот поэтому на 2-3 луковички. Вот такие луковички, большие. Кстати, у тюльпанов Кауфмана всегда большие луковицы такие. А вот эти многоцветковые тюльпаны, у них луковички поменьше. Видите, такие где-то на треть меньше луковички. Ну что, идемте посадим. Здесь я уже высадила тюльпаны в горшки. Тут в каждом горшке около 30 луковиц.
Все подписала. Высадила 4 больших горшка для того, чтобы потом украсить возле дома, поставить эти тюльпанчики. Пусть пока охлаждаются, а где-то уже в феврале я их перемещу в теплицу, чтобы они быстрее там уже подготовились к цветению. Тут у меня уже подготовлена грядка для высадки тюльпанов, потому что я эти тюльпаны буду высаживать на материал посадочный, поэтому буду высаживать в этот раз не в клумбу, а специально на подготовленную грядку. Тут уже у меня посажены нарциссы. И сейчас приступим к посадке тюльпанов. Лунки у меня уже приготовлены, поэтому осталось только разместить тюльпанчики. Начну я с тюльпанов Кауфмана. Здесь вот у меня есть грядочки уже сделанные. Я, правда, там немного вчера их так нарушила, но это не страшно. Значит, сажаем примерно на 3 луковички. Я буду сажать их в ряд, но обычно в цветочниках, в цветниках тюльпаны сажают куртинками. Но я буду сажать в ряд, потому что это у меня посадочная такая площадочка. Я думаю, что вы знаете, что тюльпаны, они довольно зимостойкие цветы. Холода они не боятся. Но на всякий случай можно их замульчировать после того, как вы посадите. Ну вот, собственно говоря, дело простое. Теперь надо закрыть. И потом я замульчирую листьями. Я обязательно напишу название, чтобы не запутаться, как только они уже начнут показывать свои цветочки. Ну что, ребята, у меня пока все. Спасибо за просмотр. Я рада, что вы на моем канале. Не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк, если видео оказалось для вас полезным. Ну, всем пока. До скорой встречи.